Всем привет! Сегодня не совсем обычный формат для нашего канала. Обычно мы говорим об одном фильме, но сегодня пойдет речь о двух фильмах, точнее о сравнении. Корейский фильм «Домик у моря», 2000 год, бюджет $2,5 миллиона, кассовые сборы $217 147. Режиссер Ли Хён Сын, сценарий «Три человека» Ким Ми Йон, Йо Джи На, Ким Ин Джон. В главных ролях Ли Джон Дже, главная роль в игре в кальмара, и Чон Джи Хён, она много где играет, не буду перечислять. Американский фильм «Дом у озера», 2006 год, с бюджетом $40 миллионов, кассовые сборы $114 830 111. Режиссер Алехандро Агрести, сценарист Дэвид Оберн, ремейк корейского фильма, в главных ролях Сандра Буллок и Киану Ривз. Жанр драма, фантастика. Начнем с корейского фильма. Необъяснимые вещи меня раздражают, поэтому фантастика не мой жанр. Я когда смотрела американский фильм, что-то вроде слышала, что фильм ремейк корейского, и потом благополучно забыла все это, но теперь, когда я решила сделать обзор, естественно, все это опять возникло. Конечно, мне было любопытно, чей же фильм лучше, если так корректно выражаться. Кто-то скажет, конечно, Голливуд, но «Олдбой» или «Сестры» однозначно корейские лучше. Начинала смотреть, первый раз не досмотрела, второй раз, думаю, надо внимательно посмотреть, чтобы что-то выдать, но, если честно, мало что поняла. Не знаю, я смотрел с интересом. Американский по телеку видел, но, как выяснилось, не досмотрел, уж не знаю почему. Я думал, что он умер, а оказывается, есть еще последняя сцена, которую я не видел. Корейский уже смотрел специально, хотя все то же самое, скучно не было. С первого раза досмотрел до конца. Если честно, удивил актер из «Игры кальмаров». Совсем другой образ. Ну, в других фильмах я его не видел просто. Итак, что же я поняла? Главный герой, студент-архитектор Сан Хё, живет в конце 97 года, накануне Рождества, а главная героиня Инджу работает на студии звукозаписи в конце 99 года. Они снимали один и тот же дом, который называется Ильмары, с итальянского моря, но с разницей в 2 года. Общаются письмами не только через почтовый ящик. Сан Хён одинок и работает на стройке. У главной героини был парень, но он уехал на 3 года в Штаты, Инджу не поехала с ним, и у него там появилась другая. У главного героя отец был известный архитектор, который спроектировал этот домик у моря для сына. У них были непростые отношения, но что было причиной тому, я не поняла. Но после прочтения книги об отце, которую ему передала Инджу после смерти отца, он вновь начинает заниматься архитектурой. Они, конечно же, хотят встретиться. На работе Инджу сталкивается со своим бывшим. Эта встреча была шоком для Инджу, и в отчаянии она просит Сан Хёна вмешаться и помешать ее жениху уехать 2 года назад. После отправки письма Инджу внезапно понимает, что в этот день она видела автомобиль, который сбил Сан Хёна. Инджу мчится к Сан Хёну в архитектурную школу и узнает, что Сан Хён был тем пешеходом, и что дом, построенный на пляже, был разработан Сан Хёном для нее. А по-моему, именно в архитектурке до нее все дошло. Если бы она поняла до этого, что его сбила машина, она бы уже давно отправила письмо. Она немедленно мчится к почтовому ящику и посылает письмо, говоря ему об опасности. Сан Хён получил ее письмо с предупреждением, и его не сбил автомобиль. Инджу и Сан Хён наконец встречаются. Это из серии, когда посмотрел фильм, ничего не понял, но чувствую, что фильм хороший. И еще надо обязательно, чтобы кто-то на пальцах тебе объяснил, что, где, когда. Теперь американский фильм. Главная героиня Кейт работает доктором. Главный герой Алекс работает на стройке. Все тот же почтовый ящик. Алекс из 2004 года, а Кейт в 2006. Отец главного героя архитектор. У него тоже сложные отношения с отцом. У Кейт был жених Морган, у Алекса девушка-коллега Мона, но они расстались, обе пары не сложились. Да никакая она не девушка для него. Просто коллега, которая постоянно вешается, но ему вообще не интересно. И, как выяснилось, Алекс и Кейт были знакомы. Отец Алекса сам разработал и построил дом у озера для матери. Чем известнее он становился, тем труднее было с ним жить. И у Алекса был младший брат, который тоже учился на архитектора. Мать ушла из дому и, заболев, вскоре умерла. На похороны отец не пришел. На вопрос сына «почему?» самодовольной улыбкой он ответил: «Она умерла для меня, когда ушла из дома». Отец Алекса умер 10 июня 2004 года, и Кейт едет к озеру, чтобы положить в почтовый ящик книгу об отце, прочитав которую, Алекс должен понять, как отец любил Алекса. Они решили встретиться. Для Кейт это будет завтра, для Алекса через 2 года и 1 день. Она приходит в кафе Эльмаре, но он не пришел. И Кейт сказала, что им надо прекратить переписку, что это не настоящая жизнь, что как-то они обедали с мамой, и автобус сбил человека в день Святого Валентина, и он умер у нее на руках. Я думала о том, что кто-то ждал его дома и так и не дождался, а может, у него никого не было. И я поехала к дому озера и нашла тебя, и позволила себе увлечься этой прекрасной фантасмагорией, в которой время остановилось. Но это не настоящая жизнь. Я должна научиться жить той жизнью, которая у меня есть. Позволь мне отпустить тебя. Кейт снова встречается с Морганом. Алекс решает сдать дом у озера Кейт и отдает ключ Моргану, сам переезжает и в разговоре с братом говорит, что они с Кейт расстались. На что брат говорит: «Это правильно, тебе нужна реальная женщина». А Алекс отвечает: «Пока это длилось, ничего реальнее в моей жизни не было, чем она. Я люблю ее». В 2008 году Кейт решила переехать и для ремонта нового жилища наняла архитектора. 14 февраля 2008 года она встречается с архитектором в офисе, и на стене висит эскиз дома. И на вопрос, кто автор, архитектор отвечает, что это мой брат Алекс. Как с ним встретиться?
К сожалению, он умер ровно 2 года назад, попал под автобус. Она стремительно бежит к машине и едет к дому на озере и пишет письмо. «Не встречайся со мной 14 февраля 2006 года. Подожди еще 2 года и приезжай к дому на озере. Я здесь». И плача кладет письмо в почтовый ящик. И вскоре появляется Алекс. Они бросаются в объятия друг друга. Хэппи-энд. 2 фильма сюжетно очень похожи. Да и по настроению тоже. Голоса, воспоминания за кадром, пространство и время, и над этим всем печать неизъяснимой грусти и тоски. Я не люблю фантастику, но эта связь между прошлым и будущим, и какой-то миг в прошлом, способный изменить будущее, в этом что-то есть. Не зря, несмотря на кассовый провал «Домика у моря», американцы заинтересовались этой историей и не прогадали. Я не плакала ни в том, ни в другом фильме. Если бы меня спросили, о чем эти фильмы, я бы ответила об одиночестве, пространстве и времени. И только миг отделяет будущее от прошлого, в котором ничего не поправишь. Но фильм о том, что прошлое можно скорректировать, и это вселяет надежду. Кто знает, может быть, когда-то это станет реальностью. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется «Жизнь». Гениальные строки Леонида Дербенева из песни. Почему корейский фильм не стал популярным, не знаю. Может, в 2000 году корейская волна не достигла пика. Может, не случилась химия между главными героями. Может быть, кастинг был неудачным. Где-то не дожали, не дотянули. В общем, 100 причин счаститься не впереди. Но, как говорится, имеем то, что имеем. А может быть, все дело в том, что в 2006 году Буллок и Ривз были на пике популярности. А от этого ближе и понятнее миллионам зрителей. Да, я думаю, именно в этом дело. Плюс Голливуд наверняка провел более грамотную рекламную кампанию. По качеству самих фильмов это тот случай, когда ремейк ничем не хуже. И вообще они равноценны. Настолько все похоже, что трудно акцентировать внимание на каких-то конкретных плюсах каждого фильма. Американские актеры очень хорошо знакомы. Это сильно влияет. У корейского фильма этого нет, но мне показалось, что чуточку все глубже. Вот это море, которое все время в тумане. Плюс больше экранного времени именно возле дома. Американцы как будто про сам дом забывают. Но у них мне понравилась фишка с двигающейся ручкой, или замком, или не знаю, что это, на почтовом ящике. А еще у них мало времени почему-то уделено собаке. А главная героиня кореянка как-то эмоциональнее плакала. Ну, так мне показалось. Я тут хотела сделать обзор на фильм «Прогулка в облаках» с Киану Ривзом и пересмотрела его. Когда-то мне он очень нравился, но повторный просмотр не вызвал никаких эмоций. Тогда я решила обратиться к дому у озера. И вот о чем я подумала. Как странно. Есть прогулка, в которой все просто и понятно. И есть дом у озера, в котором многое непонятно. Но это непонятное вызывает тревогу и сожаление, печаль и боль. Для меня самым непонятным осталось то, как эта переписка с одним ящиком вообще началась. В твой ящик приходит письмо, в котором человек указывает адрес, где проживает в настоящее время. Если бы я написал ответ, я бы пошел на почту или нашел почтовый ящик для отправки. Я не знаю, сейчас есть вообще такие, раньше были. И я отправил бы письмо именно по этому адресу. Какой смысл в свой почтовый ящик класть ответное письмо? Корейцы решили вообще это не объяснять, а американцы тупо скопировали. Бредовость этого поступка меня напрягает и портит общее положительное впечатление о фильмах. Кстати, в корейском фильме есть матричный принтер. Давно я этих звуков не слышал. 90-е. Может, из-за таких вещей фильм теплее показался. Как-то чувствуется, что он постарше. Хотя, на самом деле, там разница в годах небольшая. Ну, на этом все. На сегодня все. Всем пока. Пока.